Здравствуйте, дорогие друзья! Я рада вас приветствовать на моем канале. Сегодня в данном видео я пеку рулет-медовик. То есть это не медовый бисквитный рулет со вкусом меда, а это именно медовик в виде рулета. На вкус это просто нежнейший медовик. По вкусу готовится очень просто и очень быстро. Я здесь вам дам идеальные пропорции, чтобы этот рулет у вас сразу свернулся без трещин, чтобы все у вас сразу получилось. И этот рулет уже вместе с выпечкой, со сборкой, и чтобы он немножко у вас настоялся, можно уже через час от начала работы подавать на стол. То есть настолько быстро он готовится. Я никогда не скажу, что за 15 минут реально такое приготовить, нет. Но вот через час он у вас уже может стоять на столе. Он не требует здесь время на пропитку. И здесь я буду готовить не маленький такой какой-то мини-рулетик, а именно полноценный большой рулет 30 сантиметров в длину и 6,5 сантиметров в высоту. То есть такой роскошный, шикарный рулет. Итак, сначала я приготовлю тесто. 200 грамм меда. Туда же я добавляю 150 грамм сахара, небольшую щепотку соли и 1 чайную ложку без горки пищевой соды. Также добавляю туда 120 грамм сливочного масла. Нагреваю всю эту смесь в кастрюле с толстым дном, при непрерывном помешивании довожу ее до кипения. Масло должно полностью разойтись, и примерно 1,5 минуты я еще ее вот так покипячу, чтобы у этой смеси образовалась такая красивая колеровка, то есть цвет, чтобы стал такой карамельный. Можно этого не делать, но я это делаю, и на вкус будет очень приятный вкус карамельный такой у меда. Я переливаю сейчас все это в миску, где я буду уже замешивать тесто. Для чего я это делаю? Чтобы быстрее остывала эта масса. Добавляю туда 140 мл молока комнатной температуры. Все это перемешиваю до однородности. При этом масса остынет. И когда масса будет примерно 60 градусов Цельсия, это буквально пару минут здесь нужно дать ей остыть, я добавляю туда 2 яйца комнатной температуры. И сразу же перемешиваю, чтобы яйца не заваривались. Потому что масса еще теплая, но она не более 60 градусов Цельсия у меня здесь. Все это я перемешиваю и просеиваю туда сейчас 280 грамм муки с количеством белка в 100 граммах муки 11 грамм. И сейчас вот очень важный момент. Я примерно 3 минуты вот так вот повымешивала тесто при помощи венчика, чтобы потом коржи были идеально гладкими, без пузырей. И в разрезе это будет смотреться очень красиво. Вот такое красивое тесто получится. Оно жидкое может показаться, но это нормально. И вот пока я приготовила тут противень, бумагу для выпечки, у меня тесто минут 5 здесь постояло. Вот это очень важно для этого теста, перед тем, как наносить его на противень. Сейчас половину теста, я взвесила это на весах, я выкладываю на противень. Противень у меня здесь 42 на 32 сантиметра. Выпекать я буду этот корж в заранее разогретой духовке при температуре 180 градусов Цельсия на среднем уровне без конвекции примерно 11-12 минут. Это в моей духовке. В вашей духовке, возможно, нужно больше или меньше времени. Корж, когда вы его будете уже доставать из духовки, практически уже не будет липнуть к рукам. Но слегка-слегка он будет подлипать. Пока печется первый корж, я на пергамент уже наношу второй корж. Здесь, в принципе, все это делается очень быстро. И обязательно в заранее разогретой духовке. Второй корж, возможно, на полминуты вам понадобится выпекать меньше, потому что духовка уже сильно разогрета. И вот на это тоже обратите внимание. Не нужно зажаривать этот корж до состояния такого сухарика. Ни в коем случае. Он должен быть очень мягким и слегка-слегка подлипать. То есть он слегка должен липнуть на тот момент, когда мы будем извлекать его из духовки. Итак, сейчас я отправляю выпекаться и второй корж. Первый корж у меня испекся. Вот такой идеально ровный он у меня получился, благодаря тому, что мы 3 минуты вымешивали это тесто. У него нет ни пузырей, ни разломов, ни разрывов. И сейчас он уже не липнет к рукам, когда он слегка подостыл. И я сразу обрезаю с него обрезки. Вот такой эластичный корж получается, нежнейший просто. Тающий во рту. Обрезки нам все сейчас понадобятся. Они все полностью уйдут у нас на обсыпку потом рулета. Они просто необходимы здесь в этом рецепте. Второй корж испекся. Я обрезаю также кончики и у второго коржа. Я померила первый корж, и здесь по линейке я также обрезаю и второй корж. Вы тоже вам советую также делать. Видите, насколько эластичны эти обрезки. То есть они должны быть
очень просто мега мягкими эти обрезки. И сейчас, пока у меня будет остывать вот этот второй корж, я уже приготовлю быстрый очень крем. То есть здесь все готовится очень быстро. Максимум, еще раз я повторяю, что и на сборку, и на вот это выпекание, и на замешивание теста нам здесь понадобится не более 1 часа. 300 мл очень хорошо охлажденных сливок для взбивания жирностью не менее 30%, 8 грамм ванильного сахара, 30 грамм сахарной пудры, 300 грамм творожно-сливочного сыра, можно сыр маскарпоне брать или сыр Филадельфия, все, что у вас есть под руками. Взбиваю до устойчивых пиков. Все молочные продукты очень хорошо охлажденные. Добавляю сейчас туда 1 столовую ложку меда. Мед добавить обязательно нужно для усиления вкуса. И также добавляю туда 200 грамм сметаны, 30% жирности, тоже очень хорошо охлажденный. Здесь у меня крем-фреш я беру, кто вот в Германии живет. По сути, это французская сметана, просто очень жирная. От 20 до 30% жирности можно брать здесь сметану. Главное, чтобы она не была очень жидкая. Либо же отвешенную сметану берите. Сейчас все это просто до объединения я взбиваю. Ничего я здесь долго не взбиваю, потому что масса будет, конечно же, более жидкой после добавления сметаны. И сразу же начинаю сборку рулета. Ничего здесь не жду. Вот такие мягкие эластичные коржи у меня получаются. Они прекрасно переносятся с бумаги для выпечки. Их также можно выпекать и на силиконовом коврике. Я их прекрасно могу брать в руки, эти коржи. Они прекрасно переносятся с места на место. То есть они не ломкие. И это благодаря вот этой рецептуре и благодаря еще тому, что 3 минуты я всегда советую вымешивать это тесто. Медовое тесто потом у вас никогда не будет рваться и будет с идеальной поверхностью, если вы его хорошо повымешиваете перед этим. Примерно 2/3 общей массы крема я наношу сейчас на 2 эти уже по сути коржа. И 1/3 крема я оставлю на украшение. Еще раз хочу напомнить, что получился вот такой настоящий полноценный рулет, а не какие-то медовые роллы. Нужно брать вот именно такую порцию, которую я показываю в видео, чтобы был нормальный рулет. Сначала я свернула так руками, и вторую уже часть рулета я сворачиваю при помощи бумаги для выпечки. Посмотрите, идеально верх рулета уже свернулся. Я отрезала у него боковинки и сразу же уже переношу его на блюдо. То есть он очень стабильный получается сразу, несмотря на то, что это нежнейшее тесто. Рецепт здесь очень советую его использовать. Посмотрите, какая поверхность. Его даже можно не украшать сверху. Он идеальный получается по этому рецепту. То есть, как вы видите, из этой порции теста мы приготовили не какой-то гигантский рулет, а именно стандартный, просто полноценный, привычный нам с детства рулет. По его размеру я имею в виду. Остатками крема я выравниваю верх этого рулета. Вот для вас я меряю 30 см в длину, уже обрезанный, и 6,5 см в высоту. То есть шикарный, роскошный большой рулет. Остатки здесь, обрезки я все измельчила, и они все у меня практически уйдут сейчас на обсыпку рулета. Их нужно много здесь, потому что рулет большой. Если вам нужен маленький рулетик, вам нужно его не по продольной стороне, а по маленькой стороне тогда сворачивать. Я надеюсь, что я понятно объясняю. И брать только 1 корж. Но сразу вам говорю, что на вид у вас будут такие крупные роллы при надрезании. Знаю уже из многолетнего опыта, что вот эти все медовые рулеты с 1 коржа они получаются очень маленькие. Если вас это устраивает, примерно на 4-6 человек вам нужна порция, тогда можете брать порцию теста из расчета на 1 яйцо и на 140 грамм муки. Это если вам на 4-6 человек нужна, это вот будет пропорция здесь. Украсила здесь по сезону мандаринами, розмарином и клюквой. И вот такой прекрасный рулет у нас получился. Остатками крема из насадки 195, кондитерская насадка, я его украсила. Он у меня буквально минут 15 простоял в холодильнике. Вот так он прекрасно нарезается. Вы видели, что я его сразу после сборки также прекрасно уже нарезала. Крем здесь стабильный благодаря сливкам, благодаря творожно-сливочному сыру. Сметанный крем, конечно, так держаться не будет, если вы чисто на сметане будете делать. Советую все-таки вот этот крем использовать, либо заварной какой-то тоже можно туда использовать. Все на ваше усмотрение. Я здесь показываю очень быстрый вариант, который можно приготовить без всяких заморочек, без долгого хранения в холодильнике. Вы, конечно же, можете его и заранее приготовить, и за ночь заранее. Он прекрасно будет у вас стоять в холодильнике, с ним абсолютно ничего не будет. Но сразу его нужно
нужно собирать, как только вы выпекли эти коржи, чтобы они у вас не высыхали. Сразу их нужно покрывать кремом и собирать этот рулет. То есть этот рецепт рассчитан на очень быстрый вариант, когда нужен очень скоро и быстрый десерт. Вот так он прекрасно нарезается на очень мелкие кусочки. И вот такой роскошный у него разрез. Вот так он надламывается вилкой. Посмотрите, какой он нежный, какой он мягкий. То есть он нежнейший, этот рулет. Он буквально тает во рту. Тесто само замечательное получается. На вкус это нежнейший торт-медовик. И я надеюсь, что видео было полезным и познавательным. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Я всем желаю больших успехов и до встречи в новых видео.